В этом видео я попытаюсь проанализировать характерные особенности 9 стадий развития фортепианной техники, которые Самарий Ильич Савшинский привел в своей книге «Пианист и его работа». Книга «Пианист и его работа» в настоящее время входит в золотой фонд методической фортепианной литературы, наряду с трудами Нейгауза, Фейнберга, Когана. В ней автор подробно рассматривает вопросы профессиональной подготовки пианистов, от природных данных, режима занятий до воспитания артистических навыков. И немного об авторе. Самарий Ильич Савшинский – это педагог, пианист, музыкально-общественный деятель, завоевавший широкое признание как педагог и ученый. Он принадлежит к прославленной плеяде музыкантов, с именем которых связывается разработка методических основ фортепианной школы и в целом становление советского пианизма. Сложные навыки фортепианной игры формируются на протяжении ряда лет. Дело здесь не только в том, что этих навыков много. Если бы речь шла только о накоплении, то мы имели бы нечто похожее на то, как строится дом. Накладывается кирпич на кирпич, и здание растет. Формирование пианиста же скорее похоже на рост растения. Накопление идет одновременно с созреванием организма, и усвоенные навыки, видоизменяясь вместе с организмом, оказывают на него влияние. Цитируя Савшинского, подобно тому, как по характерным признакам различаются младенчество, детство, юность, зрелость и старость, можно различать у пианиста столь же характерные стадии, возрасты. Прежде всего это младенчество и раннее детство, то есть возраст до 5 лет. Далее это школьный возраст от 5 до 7, младший школьный от 7 до 12, средний школьный подростковый от 12 до 15, старший школьный, юношеский от 15 до 18. И далее следуют возрасты, на протяжении которых созревший и сформировавшийся организм раскрывает все доступные человеку возможности. Это молодость и зрелость. А за ними идет пожилой возраст, в котором, наряду с ослаблением физических сил, парадоксально могут сохраняться и даже достигать высшего развития силы творческие. Ну и, наконец, приходит пора увядания – старость. Эти стадии не отделены друг от друга, они сменяются, проникая друг в друга, но в каждой из них можно различить наиболее характерные черты. Понятие «пианистический возраст» отнюдь не тождественно понятию возраста биологического, как вы понимаете. Многие признаки, характерные для каждого пианистического возраста, будут иметь место в свое время у каждого пианиста, сколько бы лет ему не было. Возрастные различия, конечно, дадут о себе знать. Они скажутся на длительности каждой стадии, к примеру. То, что сложно понять, будет быстрее, например, преодолено пианистом старшим по возрасту, а следовательно и более богатым по общему развитию. А, например, то, что должно постигаться интуицией, будет легче схватываться более одаренным, часто независимо от возраста. И еще момент. Переход из одной стадии развития в другую нередко ощущается как скачок в росте. Хочу сразу заметить, что то, о чем я буду говорить, можно обобщить в общий путь пианиста. Так он будет состоять из 4 характерных ступеней. Первая ступень – это ступень первоначального приспособления к восприятию музыки. Это стадия предыстории. Вторая ступень – выработка основных технических навыков и элементарного умения работать над собой и над освоением музыкального произведения. Третья ступень – это ступень овладения средствами пианистической выразительности, умение владеть их шлифовкой и, в целом, разностороннего обогащения. Четвертая ступень – это ступень оформления индивидуальности, выработки художественного и технического мастерства, создания своей индивидуальной техники и своего стиля. Предыстория пианизма протекает в младенчестве. В эту пору ребенку открывается мир музыки и то богатство двигательных возможностей его тела, которыми он будет впоследствии пользоваться при игре. Савшинский говорит, цитирую, что наряду с детьми, уже получившими и освоившими свои первые музыкальные впечатления, услышание радио, пение в детском саду, можно встретить и детей, не имеющих такого музыкального опыта. Но возникает вопрос, где автор мог наблюдать таких детей без музыкального опыта? Ведь при приеме в детскую музыкальную школу
От детей требуют способности воспринимать музыку, сохранять ее в памяти, а следовательно и иметь ее в представлении. Требуют от детей и их способности по мере детских возможностей и проявлять себя в музыке, то есть напевать знакомую мелодию, маршировать под музыку, различать темп ее движения, длительность звучания. На самом деле музыкальное развитие человека начинается с момента рождения, точнее с момента, когда начинает функционировать слуховая сфера. Ребенок еще до того, как он начинает реагировать на обращенную к нему речь, уже реагирует на песню. Его опыт быстро обогащается, и он учится интуитивно ориентироваться в музыке так же, как в речи. И так же, как он овладевает произнесением слов, он начинает напевать мелодию. По-своему, по-детски. Влияние среды воспитывает в нем внимание к определенному жанру, характеру музыки. Он учится в одних случаях откликаться на слышимое, а в других пропускать мимо ушей. Все это происходит стихийно, бессистемно, без намека на обучение. Пение мелодии для ребенка не воспроизведение абстрактного движения звуков, а эмоциональное проявление его жизнедеятельности. Ребенок поет, вытанцовывает музыку, выхаживает или даже дирижирует, то есть сопровождает музыку движениями рук, ног, ритмически ей подходящими. Эти движения не лишены эмоциональности, а иногда их эмоциональность явно выражена. Такое воспроизведение кажется самопроизвольным, однако это впечатление обманчиво. Наблюдение за подобными способностями доказывает, что их выработка – это результат длительного самообучения ребенка путем подражания старшим, что на пути к овладению было совершено множество проб и ошибок, и нередко приходилось преодолевать серьезные затруднения. Для одного это были затруднения воспроизведения звуковысотной стороны мелодии, для другого – ритмической ее стороны. Опыт ребенка ко времени поступления в музыкальную школу развивается настолько, что как бы смыкается с трудовым. Вспомните, к примеру, какого поистине мастерства добиваются дети. Девочки, например, в игре с куклами, мальчики в оперировании различными конструкторами. Сколько настойчивости в достижении цели, сколько упорства проявляют при этом дети. Следовательно, ни о каком белом листке не может быть и речи. Педагоги, которые исходят из такой предпосылки, по сути пишут поверх написанного, не считаясь с этим опытом, отказываясь использовать опыт, накопленный до школьного обучения. К 5-7 годам, когда начинают музыкальное обучение, ребенок в нормальных случаях имеет большой слуховой опыт, умеет слышать пение и инструментальную музыку и, следовательно, запоминать ее. Чувство музыкального ритма и темпа развивается еще раньше. Я уже рассказывала об этом ранее. Ребенок слышит вид артикуляции и выражает это соответствующими движениями. Он плавно движется при исполнении музыки легато и в припрыжку при стаккато. Следовательно, у него установилась координация музыкальных восприятий и мышечных на них реакций. Какова же пианистическая подготовка ребенка? Еще в младенческом возрасте дети охотно колотят ручками по клавишам, очевидно, находя в этом удовольствие. Они настойчиво тянутся к инструменту и плачут, когда их отрывают от забавы. Став несколько старше и научившись напевать песенки, малыши любят аккомпанировать себе. Они постукивают по первым попавшимся под руки клавишам уже не кулачком, а выделив тот или иной палец. На получающееся созвучие ребенок не обращает внимания. Но случаи, когда дети еще до обучения имеют контакт с инструментом, если взять всю массу детей, обучающихся музыке, это скорее исключение. Как правило же, пианистическая подготовка ребенка, пришедшего к учителю, близка к нулю. И все же это не ноль. Ребенок владеет своим телом и, в частности, руками, в той мере, которой вполне достаточно для усвоения элементарной пианистической техники. Ребенок легко координирует движения, необходимые для того, чтобы любым пальцем взять любую клавишу. Он правильно реагирует необходимыми движениями на требования. Громче, тише. Но вот начинается обучение игре на рояле. Первая стадия развития пианиста. Как правило, она протекает в детстве.
Это стадия первоначального приспособления к игре на рояле, стадия выработки первичных навыков и знаний. Первая стадия характеризуется резкой диспропорцией между «хочу» и «могу». Мы подразумеваем под «хочу» слуховое представление, а под «могу» его воплощение в пианистических действиях. Ребенок, до сих пор непосредственно выражавший себя в доступных ему формах музицирования, часто попадает в положение ученика, и его начинает обучать иностранному языку, требующему внимания к движениям, в кавычках, речевых пианистических органов. Он и хочет что-то сказать, но не может. После периода занимательных песенок приходится ограничивать свое «хочу» примитивным и скучным занятием, игрой по нотам музыкальных заданий, со скучным счетом. 1 и 2 и 3 и 4 и. Такая беспомощность за инструментом нередко отталкивает детей от занятий. У многих рождается отвращение к учению. И все же многократное повторение постепенно воспитывает единство слухового и игрового восприятий, при котором руки слышат то, что предстоит сыграть. Руки начинают понимать, что от них хотят. Воспитание этих способностей – обязательное условие подлинно, подчеркну это, подлинно музыкальных пианистических действий. И если начинает заниматься взрослый человек, то здесь будет то же самое усвоение навыка. Но взрослый, в отличие от ребенка, подражает избирательно и может даже не доверять педагогу, что также встречается. Итак, перед малышом постепенно нарастает пропасть между музыкальным и пианистическим его развитием, между его «хочу» и «могу». Он много начинает слышать, знать. Он постепенно изучает, что значит близко или далеко, вверх или низ, разбирается в системе черных и белых клавиш, оказывается, что в них есть порядок. Он все это многократно повторяет. Он понимает, что ту же мелодию можно сыграть, сохраняя только одинаковую последовательность клавиш. И мелодия может быть разного характера, может быть грустной и веселой. Вскоре ему становится известно, что не безразлично, какой именно последовательностью пальцев он играет. В каждом случае какая-то последовательность оказывается более удобной, чем другие. Так рождается понимание значения аппликатуры. В дальнейшем же аппликатурные навыки дают возможность без раздумья членить пассажи на удобные позиции, связывая позиции или переставляя руку, или также находить форму руки, соответственно, слуховому представлению аккорда или пассажа. Далее он узнает, как важны движения корпуса, плеча, кисти, как важно устанавливать руку в позиции, наиболее удобной для извлечения звуков. Узнает о зависимости силы и характера звучности с раскрытыми пальцами и с подобранными, то есть закругленными. Он начинает различать мягкое погружение в мясо клавиш и отрывистый щипок аккорда. Столь разнообразная техника движений вырабатывается годами работы, которая направлена на исполнение все более сложных художественных заданий. Это с одной стороны. А также на овладение своим телом с другой. И чем дальше вы учитесь, тем в большей мере будет осуществляться закон Гофмана, который гласит, цитирую, «Имейте ясное представление цели, и руки должны будут повиноваться». Таким образом, главной задачей на этой стадии является воспитание слышащей руки, то есть установление непосредственной пианистически двигательной реакции на музыкальный образ. Идем дальше. Хотя основной задачей на первой стадии надо считать закладывание фундамента пианистической техники, в этот период происходит процесс перевоспитания слуха и слухового воображения. Из вокальных они должны стать пианистическими. Нужно научиться петь на рояле. Эта задача самая ключевая. Работа над ней идет на протяжении всего пути карьеры пианиста. Далее следует возраст, который можно сопоставить со средним и старшим школьным. Он совпадает со стадией развития пианиста, стадией осознания приобретенной техники, стадией шлифовки технических навыков и разностороннего обогащения их арсенала. На этой стадии устанавливается пока относительное равновесие «хочу-могу». Рука и ее умение
догоняют сознание, и пианист в значительной мере оказывается в силах воплотить на инструменте свои звуковые представления. Бывает и так, что на этой стадии «могу» обгоняет «хочу». Генрих Густавович Нейгаус писал про это так, цитирую: «Самая трудная, чисто пианистическая задача – играть очень долго, очень сильно и быстро. Настоящий стихийный виртуоз инстинктивно, с молоду набрасывается на эту трудность и преодолевает ее успешно. Вот почему так часто мы слышим у молодых виртуозов, которым предстоит быть крупными пианистами, преувеличение в темпах и силе. Технический багаж пианиста на этой стадии включает владение различными видами артикуляции во всех модификациях и на всех уровнях динамики. Также к этому следует добавить необходимость овладения палитрой звуковых красок, что требует развитого динамического слуха, а также владения искусством педализации. В этом пианистическом возрасте многие любят играть так называемые быстрые, легкие произведения. В них можно спрятать за блестящими пассажами свой недостаток, например, содержательности и недочеты с художественной стороны исполнения. Я говорю, например, про торопливость, забалтывание и нечеткость исполнения. Их принято объяснять недостатком техники, но это не всегда так. Спешат не от легкости в пальцах, а от легкости в мыслях. Пассаж просто может быть неосмыслен. Ведь если бы каждый его момент, каждый его поворот линии были полны значения, то для того, чтобы все высказать в нем, понадобилось бы время. Содержательно играющий исполнитель не будет спешить, скорее он будет затягивать даже уже медленную музыку. И еще, на первых порах учения навыки легко стираются. Они нуждаются в частых подкреплениях за инструментом. Позднее же не очень длительные перерывы иногда сказываются даже благоприятно. Например, бывает, что после длительных перерывов, каникул, допустим, во время которых ученик мало занимался, его пианистические движения становятся более непосредственными. И то, что раньше удавалось с трудом, начинает получаться непринужденно. В развивающемся организме весь этот опыт отстаивается даже без работы. Чем дальше, тем больше созревает способность работать осознанно и самостоятельно. Накопленный опыт делает уже возможным проявление индивидуальности пианиста как художника-музыканта, со всеми присущими ему особенностями музыкального мышления, со своей манерой выражения музыки в исполнении, со своим отношением к инструменту. Пианист уже не ограничивается тем, что произведение просто выучивается, то есть старательно выполняются нотные предписания. Нет, появляется новое качество исполнения, рождается концепция произведения, свое видение, может и не совсем верное, но уже имеется. Однако не следует думать, что пианист теперь не знает трудностей. Нет, он лишь может решить самостоятельно любую задачу. Неожиданно фортепиано начинает нравиться, и рождается настойчивость в работе, любовь к преодолению трудностей. Но бывает и такое. Вчерашний успешный пианист становится сегодня просто фортистом. Он начинает поколачивать по роялю. Увлекаясь, он хуже себя слышит, он утрачивает чувство меры в темпе, в динамике, подаче образа. Приходится наблюдать и иные перемены, в основе которых может лежать другая причина. Вроде бы восприимчивый ученик отлично все успевал, но с ним вдруг начинает происходить что-то неладное. В игре появляется много помех, успешность его занятий падает. И это несмотря на то, что он по-прежнему старателен. Казалось бы, и успевать он должен лучше. В чем же тогда дело? А дело в том, что в работу включилось сознание. Оно стало ведущим. Пока все протекало интуитивно, помогал эффект обезьянки, который был показан учителем. Ученик все это воспринимал и выполнял, что сказано, мало отдавая себе отчета в том, что и как он делает. Теперь же он стремится все осознать, все понять, но поскольку у него мало осознанных умений, возникает много затруднений. Иными словами, пора детского творчества на коленке, непосредственного и наивного, миновала. Самодеятельность закончилась. Этот этап может быть кризисом. Далее. Навыки начинают распадаться в стареющем организме.
В эту пору, даже несмотря на непрерывные занятия, утрачивается энергия, быстрота движений и их уверенная координация. Бывает, что былой виртуоз теряется при встрече с пассажами даже небольшой трудности. Но в то же время способность к тончайшей нюансировке в исполнении лирической музыки, которая тоже требует сложных двигательных приспособлений, обычно сохраняется. Ослабление организма разрушительно сказывается в первую очередь утратой сценической выдержки, нарушается бесперебойность работы памяти и единства двигательной и мышечной. Но именно по этой причине исполнители могут еще до того, как распад начинает становиться заметным, ограничивать себя выступлениями. Например, они начинают играть только в ансамблях, где стоящие на пульте ноты на всякий случай страхуют их и от прорыва в памяти. Бывает, что артист и вовсе отказывается от концертных выступлений. И исключения есть, это безусловно. И как подтверждение нередки счастливые случаи, когда пианист не утрачивает с возрастом ни эмоциональной свежести, ни технического блеска исполнения. Таким был Артур Рубинштейн. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!